Итак, у нас сегодня лекция номер 15. Я хочу поговорить о таком топике, который я для себя сформулировал буквально недавно. Тестирование второго порядка. Такое название я ему дал и думаю, что оно имеет под собой достаточно оснований. Мы вообще говорим в этом курсе о том, как тестировать софт и делать это автоматически. Как сделать так, чтобы тот софт, который мы пишем, он находился под постоянным контролем. Поэтому так и курс называется Ensuring Quality. То есть мы должны не просто один раз настроить что-то качественно, не просто один раз написать софт качественно, а мы хотим, чтобы у нас это было под постоянным наблюдением, под постоянным контролем автоматических инструментов, автоматизированных инструментов, чтобы мы как программисты не волновались о том, что у нас этот контроль потеряется, чтобы не мы, люди, были ответственны за качество кода, а какие-то автоматизированные средства. Тогда качество будет держаться на каком-то уровне. И мы постоянно возвращаемся, я вас постоянно возвращаю к мысли о том, что нужно делать так, чтобы программисты были под контролем. То есть нужно, чтобы эти инструменты, которые мы создаем, они нас, прямо говоря, не жалели. Чтобы они нас удерживали постоянно под наблюдением. Потому что мы, люди, существа неорганизованные, хаотичные, интуитивные, импульсивные, эмоциональные и так далее. Мы пишем код некачественно. Мы не умеем делать это постоянно качественно. Даже если мы стараемся, даже если мы считаем себя хорошими программистами, все равно мы пишем с ошибками. И эти ошибки, они бывают тяжелые, а бывают очень тяжелые. Бывают, конечно, незначительные. Но, в общем, если постоянно нас контролировать, то мы будем, в общем-то, в итоге будет продукт получаться высокого качества. И вам будет приятно с этим продуктом работать. В этом, по крайней мере, я для себя много лет назад нашел такое, как сказать, некий ответ на вопрос, как мне не презирать себя за тот код, который я пишу. А это происходило со мной постоянно первые годы моей практики программирования. Начинаешь писать программу, очень хочется сделать все хорошо, стараешься, делаешь красиво, проходит неделя, месяц, 2 месяца работы с этим продуктом, и тебе становится неприятно к нему подходить. Ты себя уже не любишь в той форме, в которой ты видишь себя, пишущего этот код. Количество проблем растет, объем технического долга увеличивается, становится все тяжелее и тяжелее разбираться в том, что ты написал месяц назад. В итоге это все накапливается, и раздражение, которое возникает, и вот это вот такое презрение к самому себе за то, что ты делаешь, чем ты занимаешься, что ты в итоге бросаешь этот продукт и переходишь к новому, опять с нуля начинаешь, опять тебе кажется, что все будет хорошо. Этот цикл бесконечный этих перерождений, он у всех программистов один и тот же. Про него написано уже много книг, я здесь ничего не изобретаю, когда вам об этом рассказываю. Все с этим сталкиваются. Вот этот постоянный круг, по которому мы ходим, хочется делать хорошо, мы делаем, в итоге все разваливается, потому что время нас убивает. И единственное решение, которое я для себя нашел, это поставить над собой, именно над самим собой, поставить контролера, автоматизированного контролера, который бы постоянно меня бил по рукам. И я бы постоянно этого контролера усиливал, делал бы его все мощнее и мощнее. И тогда мой продукт не будет скатываться в такое вот, не будет разлагаться, не будет деградировать. А он деградирует под влиянием времени, под давлением изменений, которые я туда вношу. Вот. И мы для этого делаем, как мы уже говорили, статические анализаторы у нас есть, стайл-чекеры, у нас есть автоматизированные тесты, у нас есть интеграционные тесты. Мы все это уже обсуждали на предыдущих лекциях. Есть еще один шаг, который вы можете сделать. Еще пойти дальше. А вы должны постоянно, будучи архитектором проекта, вы должны постоянно думать о том, как пройти дальше, как усилить своего контролера. Не как его сделать мягче, не как ему сделать, где-то срезать угол и сделать так, чтобы он какие-то поблажки вам давал. А вы должны его усиливать, делать его все жестче и жестче. И я вам уже говорил, когда вы будете работать в команде, то вас за это будут не любить.
Вы будете под постоянным давлением находиться, потому что команда будет сопротивляться. Команда будет говорить, это слишком жестко, мы не хотим такой контроль, мы хотим помягче. И основной довод, который они вам будут приводить, это они будут говорить, что существуют разные мнения относительно того, что вы нам предлагаете. Допустим, вы настраиваете свой этот контролер качества так, чтобы, например, он запрещал использование тернарных операторов. А к вам обязательно придет кто-то из команды и скажет, что существует мнение, что тернарный оператор, наоборот, это хорошо. Это не зло, это best practice. И будут такие два полярные мнения. Вы будете считать, что это зло, например, а член вашей команды будет считать, что это добро, и команда разделится на две части, на две половинки. И так будет происходить всегда. Почти всегда. При почти всех изменениях, которые вы будете вносить в эти контролирующие инструменты, команда будет пытаться вас, так сказать, pushback. И она будет приводить именно такие доводы. Она будет говорить, что у нас существуют разные мнения. И поэтому, да, вот как в чате пишут, демократия, будут предлагать голосование, будут предлагать демократические пути решения этих вопросов. Вы должны категорически это все отрицать и настаивать на том, что есть только один путь. Это путь ужесточения требований. Не смягчения, а ужесточения. Никакой демократии при этом быть не должно. Вы должны идти по пути, исключительно по пути закручивания гаек. Все время делать все тяжелее и тяжелее. Команда должна все больше и больше страдать, как бы это ни звучало. Но программисты должны страдать от того, что над ними все жестче и жестче контроль качества. Тогда в итоге они будут довольны на длительном интервале времени. В итоге проект будет в хорошем качестве. И программисты в итоге будут счастливы. На коротком интервале они будут страдать, потому что если вы постоянно будете как сказать, повышать жесткость этих ограничений, то каждые несколько недель они будут сталкиваться с чем-то новым. И, конечно, их это будет раздражать, напрягать. Еще вчера это можно было делать, а уже сегодня это делать нельзя. И вот это изменение от более мягкого режима к более жесткому, происходящее регулярно, конечно, будет их очень нервировать. И это будет, так сказать, команду может дестабилизировать, вы можете терять людей при этом, все это будет происходить. Но в итоге вы будете бороться за хороший результат по окончанию. То есть максимально думайте о том, как закрутить гайки. И вот еще один метод закручивания гаек сегодня обсудим. Тесты, которые вы написали, тесты, которые вы создали, они тоже являются артефактом сами по себе. Помимо того, что у вас есть, собственно, тот артефакт, который вы отдаете пользователю, у вас есть тесты, которые тестируют этот артефакт, но сами тесты вы можете тоже тестировать. То есть вы можете написать еще сверху тесты второго порядка, которые будут смотреть на тесты, которые пишет ваша команда, контролировать их качество. И если они некачественные по каким-то характеристикам, то она будет эти тесты блокировать, в общем, запрещать команде коммитить, например, изменения, если тесты не соответствуют тем ожиданиям, которые вы в них заложите. То есть у вас будет два уровня тестирования. Первый — это сами тесты, которые тестируют продукт. И второй уровень — тесты второго порядка, которые тестируют сами тесты. И, например, несколько сегодня примеров приведу. Первый пример, конечно, это coverage control, о котором мы уже говорили. Вот coverage control, контроль покрытия тестами, это, собственно, есть тесты второго порядка. То есть вы написали сам продукт, потом вы написали тесты, которые тестируют этот продукт, а потом вы хотите проверить, а хорошо ли они его тестируют. Может быть, они ничего не тестируют, может быть, они только называются тестами, а на самом деле они никакой пользы не приносят. И вы тогда пишете, ну не пишете, а настраиваете, а может быть и пишете, настраиваете систему контроля покрытия, которая, как мы уже обсуждали, но обсудим еще в двух словах, которая до того, как тесты стартуют, она подготавливает почву для этого контроля, потом запускает все автоматизированные тесты, юнит-тесты, интеграционные тесты. В основном это делается с юнит-тестами. А потом, после того, как юнит-тесты отработали, эта система проверяет, какое количество кода эти тесты затронули, покрыли, как говорится, какой был coverage, то есть насколько они интенсивно прошли по тому коду, который мы написали. И обычно этот coverage control, он в самом примитивном варианте, он проверяет построчное покрытие. То есть, если слева мы можем представить себе программу, которую мы написали, а справа мы представим себе тест, который вызывает эту программу для того, чтобы проверить, что она рабочая, то мы можем эту программу слева представить покрытую, в цветовом варианте, закрашенную зелеными или красными полосками. И зеленая полоска будет показывать, что эту строчку
наш тест покрыл, то есть прошел по этой строчке, пока происходило тестирование. А красная будет показывать, что в эту строчку он не попал, потому что не попал. Это очевидные вещи, тут нет смысла погружаться глубже. Мы смотрели на занятиях с вами пару недель назад, примеры даже рассматривали, как это выглядит. Вы можете попробовать сами любой coverage инструмент, тест coverage инструмент для того языка, который вы используете. Ну, принцип я вам рассказал. Это тест, который проверит, насколько ваши тесты мощно покрыли или плотно покрыли исходный код. Это не гарантия, что ваш код действительно хорошо работает, если его покрыли на 100%, если тест по нему прошелся. Но прохождение теста по коду совершенно не означает, что тест его тестировал. Допустим, у вас есть функция, которая складывает два числа, калькулятор а плюс b. В ней всего лишь одна строчка. Она принимает, представьте эту функцию, она принимает на вход а и b, внутри себя происходит сложение а плюс b и возврат результата. То есть функция состоит из одной строки. Return a плюс b. И вот вы хотите ее проверить, как она работает. Вы подаете ей на вход два числа, 1 плюс 2. Она вам возвращает 3, но вы не проверяете, 3 это было или 33. И заканчиваете. То есть вот весь ваш тест. Он вызвал эту функцию, он отправил ей на вход две цифры, 1 плюс 2, и проигнорировал ее результат. Coverage вам покажет 100% покрытие. То есть вы действительно покрыли эту функцию тестами, она была выполнена. То есть, по крайней мере, она не привела к остановке программы. То есть в этой строчке, по крайней мере, не произошло чего-то фатального, того, чего мы бы совсем не хотели видеть. То есть там segmentation fault не произошел, выход за границу памяти не произошел. Этого там не было. Но сложила ли она два числа? Может быть, она всегда 3 возвращает. Может быть, она цифру 3 возвращает на любом входе. Вы ей как раз передали 1, 2, она вам тройку и вернула. Вы не проверяли 2 плюс 2, 3 плюс 3 и так далее. У вас этот coverage, он вам никакой гарантии не дает. Но, по крайней мере, как я говорю, по крайней мере, вы убедились в том, что эта функция жизнеспособна. Она, по крайней мере, не приводит к потере управления и к полной потере контроля над программой. Вот, так что я за то, чтобы этот coverage был, и он контролировался. Чтобы вы контролировали, какой у вас уровень этого coverage. И он бывает не только построчный, бывает еще coverage по бранчам, еще coverage по branch coverage, line coverage, что-то call coverage. В общем, разные эти coverage бывают. Я тут не глубокий специалист. Они разные, эти проценты покрытия. И хорошо бы, чтобы вы внутри своего проекта сделали так, чтобы когда этот coverage падает ниже какого-то предела, то изменения от программиста не принимаются. Вот есть у вас команда, 10 человек, вы архитектор, все программируют, каждый присылает свои изменения каждый день, и вы, как архитектор, настраиваете механизм приемки этих изменений. Какие-то изменения вы принимаете, какие-то вы реджектите и отправляете на доработку. Так вот, вы должны так настроить, чтобы вы отправляли на доработку те изменения, которые опускают ниже порога coverage всего кода. Опять же, безусловно, к вам придут программисты и скажут, что вы безграмотный человек, что вы не понимаете, что этот coverage ничего не тестирует. Расскажут вам ровно то, что я вам только что рассказал, что coverage не гарантирует, что код рабочий и так далее. Будет длинная история, много слов. Вы все это должны послушать и сказать, я все равно настаиваю, что действительно, что мы будем принимать только те изменения, которые выше этого порога. Порог поставьте сами. У нас, например, в проектах обычно мы где-то танцуем возле цифры 70-80%. Вот мы ставим line coverage 70%, иногда лучше выше, 80%. Просто после какой-то цифры, допустим, после, по-моему, 90, становится уже тяжеловато работать. То есть тяжело сделать так, чтобы мы все уголки кода могли тестами покрыть. Есть такие вещи, которые не покрываемы, например, как private конструкторы. И есть вещи, для покрытия которых нужно затрачивать очень много усилий, большие тесты писать, и это не всегда имеет смысл, не всегда это рационально тратить так много сил на то, чтобы какую-то ерунду, которая... Вот. И есть еще третья проблема, это просто дефекты этих инструментов, которые coverage считают. Они не идеальны. И для языков высокого уровня они еще более-менее. Для языков для Java, например, там, для Python, для высокоуровневых языков, они более-менее мощные. Для языков низкого уровня, типа C++, например, они слабые, они могут целые блоки пропускать.
и не понимать, что вы на самом деле вызывали эти строчки кода, а они будут считать, что вы их не вызывали. Вот для Rust, допустим, мы используем последние полгода этот coverage control, и он, в общем, часто ерунду показывает. Видно, что явно этот блок кода был покрыт тестами, а он говорит, что у вас здесь красный цвет, и поэтому низкий процент выдает. То есть тяжело программистов контролировать на высоких таких показателях, требовать от них 95% coverage, если сам инструмент ошибается. Так что я бы вам посоветовал какую-то цифру выбрать около 70%, но держаться ее, то есть не опускать и требовать, чтобы тесты... Что это значит? Это значит, что программист, как это будет выглядеть в реальности? Программист к вам придет с изменениями. Вот вы архитектор к вам, а я программист, например. И я в вашей команде. Я пишу, беру код из репозитория, вношу в него изменения, исправляю что-то или добавляю новую фичу и присылаю вам. Падает coverage. Это индикатор прежде всего того, что я не добавил юнит-тесты в свой pull request. Это самая основная причина, почему упадет coverage. То есть я что-то внес, какие-то изменения, а тестами эти изменения не покрыл. Или вообще общая ошибка программистов, с которой мы постоянно сталкиваемся, программисты фиксят что-то или имплементят что-то, не покрывая это тестами. И я такие pull реквесты всегда реджекчу. И всегда причина реджекта, вот ровно вчера я такой pull request отреджектил, и текст, который я пишу, всегда один и тот же. Откуда вы знаете, что то, что вы написали, работает? Вот вы присылаете мне pull request, в нем что-то изменилось, какие-то строки, а тесты не изменились. Вы ни новый тест не добавили, ни существующие тесты не поменяли. Первый вопрос, откуда вы знаете, что это изменилось? Второе, что вы что-то сделали, что то, что вы сделали, оно работает. И второе, если вы фиксили баг, то откуда вы знаете, что вы пофиксили его? Если у вас все тесты проходили до этого, вы их не тронули, прислали мне изменения в коде, значит, тесты по-прежнему проходят. Так как вы тогда поняли, что что-то сломалось? Что вы фиксили? То есть вы же для того, чтобы что-то пофиксить, вы должны были сначала повторить эту проблему в тестах, то есть создать новый тест, который бы подтвердил, что да, действительно, в этом блоке кода дефект, а потом уже вы этот дефект исправляете и, соответственно, присылаете мне вдвоем эти изменения. И код, который вы поменяли, и юнит-тест, который вы исправили. Если вы присылаете просто код, то зачем вы эти изменения сделали? Ничего же не было поломано. Мне объясняют, так я же вот запустил у себя в консоли, там открыл окно, нажал, и я же увидел визуально. Но это детский сад. Визуально вы увидели, а завтра мы это не увидим визуально. Это так совершенно не годится. То есть все изменения должны приходить вместе с тестами. И если человек присылает эти изменения без тестов, то это говорит только о том, что, вернее, со сниженным код coverage, это говорит о том, что у него нет тестов. И все. И у вас тогда появляется объективный предлог отказать ему в принятии этих изменений. Более того, вы даже можете ему не вступать с ним в диалог в этом случае, потому что ему сама машина откажет. То есть у него просто сборка не пройдет. Если у вас внутри сборки вставлен этот контроль на непопадание ниже порога, то он просто внесет свои изменения, у него упадет coverage ниже 70%, и у него просто сборка будет не проходить. Он даже с вами разговаривать не будет. Он не будет к вам приходить и пытаться вас в чем-то убедить. Просто у него билд не проходит. И он, соответственно, допишет тесты. То есть вы себя избавляете от лишних переговоров с нарушителями режима. Они сами все поймут, у них это автоматически все случится. И это хорошо. Это здорово. Чем меньше вы имеете субъективности в процессе разработки, тем лучше. Чем меньше зависит от вашего решения как человека, тем лучше. Если вы принимаете решения в проекте, как сказать, такие субъективные и используя свою власть как архитектора, это плохо. Это говорит лишь о том, что вы не сумели настроить проект грамотно, так, чтобы без вас принимались решения инструментами, чтобы софт принимал решения. И вот один из таких софтов – это Coverage Control. Используйте его. Если его у вас еще нет, то попробуйте. По крайней мере, узнайте, как это работает. В серьезных проектах вы должны с этого прям начинать. Вы, приходя в проект или начиная проект, вы, устанавливая создавая эту платформу сборки, вы начинаете с тестов, style checking, юнит-тесты и coverage control.
Следующий инструмент, вот мне здесь подсказывают в чате, это mutation testing. Действительно, mutation testing это значительно более мощный инструмент, чем coverage control, но он более дорогой по времени. Он такой тяжелый, и его, конечно, в сборку вставлять это трудно. Он занимает, ну, если coverage control, он просто вместе с вашим юнит-тестированием и работает, может быть, немножко замедляя ваше тестирование, но на какие-то проценты, но не в разы. А mutation testing это из юнит-тестов, которые занимают 40 секунд, он может сделать 3 часа. То есть он может серьезно очень, ну это совершенно другое. Как это работает, я вам расскажу. Что такое mutation testing, вы можете почитать, но на словах это выглядит так. Вы берете тесты, вот у вас есть программа слева, а справа у вас тесты. И вы запускаете инструмент, который берет ваши тесты и, вернее, берет вашу программу и в ней, даже я немножко запутался, кого он меняет. Ну, давайте начнем с этого. Он берет вашу программу и в ней меняет в каких-то местах меняет, вносит какие-то изменения. То есть он делает мутации, он мутирует, ваша программа мутирует. Она, допустим, была функция, у вас была калькулятор, который складывала два числа. Он заходит в нее и в ней меняет плюс на минус. То есть раньше она складывала, а он делает вычитание. И запускаются все ваши тесты. И смотрит, какие тесты, хоть какой-то, он ищет, хоть какой-то тест поймает эту ошибку или нет. То есть какой-то тест хотя бы свалится в этом случае, покажет красным цветом или нет. Допустим, у вас был тест, который передавал в этот калькулятор 1 плюс 2 и, как мы обсудили раньше, игнорировал результат. В этом случае он как был зеленый, так и после мутации он будет зеленый. То есть в таком случае говорится, что мутант не убит. То есть мутант, его тесты не поймали, не убили этого мутанта. Соответственно, этот мутант помечается как, значит, ошибка, так сказать, как проблемный и записывается, что смотрите, в этой строчке плюс на минус меняем, а ни один ваш тест этого не поймал. Но учитесь, запускаются все тесты, то есть вот проходит по полному, он перекомпилирует все и запускает все тесты. Потом он делает следующий проход, он берет в другом месте, меняет там плюсик на минусик, оператор цифру на единичку, на двоечку, то есть делает какие-то мутации по коду, и у него там определенный набор этих мутаций ограниченный, и он эти мутации применяет, создает этих мутантов из вашей программы, делает такие мутанты. И этих мутантов много. И опять запускает компиляцию, и опять всю сборку и весь запуск тестов. И опять смотрит, ну что, среагировали тесты или нет. И таких циклов он делает сотни. Ну и подумайте, какое это время будет занимать, как долго это будет происходить. Это будет долго. Но в итоге, конечно, это мощно, потому что в этом случае он вам покажет, он проконтролирует качество ваших тестов. Он вам скажет, что он действительно покажет те места, которые ваши тесты не покрыли. Не просто по строчкам, что мы сюда заходили и это хорошо. Ему этого недостаточно. Он покажет, что вы действительно не умеете, ваши тесты не умеют убивать мутантов вот такой конфигурации. И этот результат будет мощный. Но я не видел такого, чтобы такие средства использовались при каждой сборке, потому что они дорогие. Но иногда они должны использоваться. Вы должны как-то в какие-то промежутки времени, может быть, раз в месяц, раз в неделю, брать ваш продукт и запускать все это мутационное тестирование, пускай на несколько часов, в итоге получать отчет подробный, и вы будете видеть, в каких местах у вас эти мутанты неубиваемые. И вы делаете, прочитав эту информацию, вы делаете новые тикеты для команды и пишете, новые задачи ставите. Здесь вот посмотрите, тесты плохие, здесь плохие, здесь плохие. И команда их улучшает, и у вас это мутационное тестирование через неделю покажет, что у нас не 218 мутантов, а 196 мутантов. Вот прогресс. Еще через неделю вы опять их число снизите и так далее. И так вы будете постоянно обращать внимание на количество этих мутантов, и у вас их должно становиться все меньше, меньше, меньше. Тех мутантов, которые ваши тесты не умеют ловить. Вот это, наверное, это мощный очень инструмент, который, второе, то, что я сказал, это мутационное тестирование. Используйте его, оно вам очень поможет. Ну и расскажите, если кто-нибудь, попробуйте это использовать и расскажите на следующих наших занятиях, у кого получится, очень интересно будет посмотреть. Я когда-то делал это несколько лет назад для Java, и
такой был экспериментальный подход. Я не использую это в продуктах, потому что до этого как-то руки не доходят. Потому что хватает и проблемы без этого. Вот так. Мы как-то не доходим. У меня не было такого опыта, чтобы я дошел до такого состояния проекта, в котором уже прям все проблемы кончились. И вот давайте... Но если вы что-то серьезное разрабатываете, то мутационное тестирование это must have. Так, это я вам рассказал второй подход к тестированию тестов. Значит, идем дальше. То, что вот мы делаем не так давно, и мне нравится все больше и больше, мы делаем так называемые, мы сами их назвали так, structural tests, то есть тесты, которые тестируют структуру проекта. Вот есть у вас ваш репозиторий с исходным кодом. Там лежат какие-то файлы, они в каком-то порядке разложены. Есть какие-то директории, в этих директориях какие-то файлы, в этих директориях поддиректории и так далее. В процессе жизни, в течение жизни проекта, мы все, как программисты, работаем с этим всем контентом, добавляя, удаляя, изменяя, двигая и так далее. И опыт показывает, что если команда более-менее интенсивно работает и она большая, то там в итоге все превращается в кашу. Не все, но многое. То есть появляются какие-то непонятные файлы, появляются непонятные директории, появляется размещение файлов как-то меняется, переименовываются файлы каким-то способом, почему-то, по непонятным причинам. Особенно если в команде 10 плюс человек, то через некоторое количество месяцев многие вещи там становятся уже не презентабельно выглядеть начинает все это. Поэтому мы можем написать тесты, которые запускаются вместе со всеми юнит-интеграционными тестами, после точнее них, и проверяют структуру директория, проверяют, что структура файлов и их расположение, и их именование соответствует нашим ожиданиям. Что у нас, например, в папке tests находятся только файлы с суффиксом test. Что у нас, например, есть в одном репозитории, мы когда запускаем тесты, он во временном директории, наш юнит-тест, создает временные папки. И эти временные папки он именует 1, 2, 3, 4, 5. И в них раскладывает контент, который мы дальше анализируем. И вот со временем эти папки стали именоваться не 1, 2, 3, 4, 5, а 1, 2, 2, 5, 6. То есть кто-то удалил третью папку, мы ее не создаем больше. И кто-то создал новую папку, сделал шаг, который создает папку номер 2. Там она 2, там дальше каким-то текстом идет. То есть у нас получилось 1 с каким-то текстом, 2 с каким-то суффиксом, опять 2 с другим суффиксом, потом 4, что-то такое, потом 5 и 6. То есть произошла такая структурная дефект такой, который, естественно, выглядит странно, когда человек... А почему это обнаружилось? Потому что пришел человек в проект новый и открывает, и смотрит, а там папки вот так поименованы. 1, 2, 2, 4. Он, соответственно, сделал тикет. Написал нам тикет. Что это все означает? Почему у вас папки такие имена им даются? Что мы сделали в ответ? Мы не просто сказали, секунду, мы сейчас все исправим, и нам внутри кода сделали переименование. Мы сказали, замечательно, значит, нужно написать тест, который будет проверять, что эти папки имеют имена, идущие последовательно. И мы написали такой тест. На таком вспомогательном языке, даже если сам весь проект у нас на Java, то мы написали этот тест на Groovy, такой более скриптовой язык, положили его рядышком, и он такой вот структурный тест получился, structural тест. Он не тестирует функциональность, он не functional тест, он тестирует структуру. Можно сказать, что он не такой важный, как все остальные тесты, да, потому что, как бы там эти папки не именовались, если оно работает и функционально все устраивает, то можно сказать, что это окей. Но я думаю, что это не так, я думаю, что это важно. Потому что, как я много раз вам говорил, по моему пониманию, maintainability значительно важнее, чем все остальные вот эти abilities программного продукта. Если ваш продукт поддерживаемый, если он красиво оформлен, если он легко читается, если ваш код легко понимать, то это значительно важнее, чем то, что ваш продукт быстро работает, имеет много пользователей и так далее. Почему так? Почему я так считаю? Потому что стоимость человеческих ресурсов, она значительно сейчас выше,
чем стоимость всех остальных ресурсов, чем стоимость процессоров, памяти, железа, сетевых всех этих трафика и так далее. Все это дешевле, чем люди. Раньше было не так. Много лет назад, еще когда вы не были студентами, и вообще вас даже не было, и может быть даже меня, то в те времена стоимость были наоборот. То есть железо было очень дорогим, а программисты были очень относительно дешевые, относительно оборудования. Каждый компьютер стоил сейчас как дом, как квартира, наверное. А труд программиста стоил значительно меньше, потому что тогда это была не такая профессия, как сейчас. И, соответственно, неважно, плохо написали, мы наймем еще 5 программистов, они там допишут по-другому. Это не важно. Главное, чтобы то, что они написали, программа, чтобы она быстро работала на компьютере, потому что мы не сможем память добавить в компьютер так просто. В компьютере были ограниченные вычислительные ресурсы, вычислительные мощности. И в нем была памяти, допустим, операционной памяти были там килобайты какие-то, килобайты, даже не гигабайты, а килобайты. И, соответственно, ценились те программисты, которые умеют сделать программу компактной, чтобы она быстро работала и мало места занимала. И как она там написана, сможем ли мы эту программу понять завтра и модифицировать, это совершенно было не принципиально. Наоборот, считалось таким, уровнем профессионализма, если человек писал программу, которую никто не может понять. Так я еще помню, это еще когда я был студентом, было такое вот прям соревнование за непонятность. То есть человек приносил программу, в которой никто не мог разобраться, и он считал себя от этого очень был горд и считал себя профессионалом. Сейчас все поменялось с ног на голову. Сейчас наоборот, если человек пишет программу, в которой трудно разобраться, то это просто плохой программист, вот и все. Потому что он требует, его программирование влечет за собой дополнительные расходы для всех остальных. И, конечно, это не... такой программист нам в команде так точно не нужен. Может быть, если он работает самостоятельно и ни от кого не зависит, то может быть как-то. Но и то, какое количество программ мы можем себе позволить иметь один раз и не поддерживать никогда, такого не бывает. Все программы имеют длительный жизненный цикл, который зачастую длиннее, чем профессиональный интерес программиста к этому проекту. Программист пришел и ушел. Он пришел, полгода поработал, год поработал в проекте и пошел заниматься чем-то другим. Сейчас программисты очень часто меняют места работы, проекты и так далее. И это хорошо. Но только надо понимать, что при этих всех изменениях надо, чтобы программист, надо контролировать программиста. Как мы уже вначале сказали, бить по рукам, если он делает то, что непонятно другому программисту. И вот это структурные тесты, которые тестируют структуру кода, это вот именно бить по рукам того, кто пишет чисто для себя. Он понимает, как это должно выглядеть, но всем остальным это неведомо. Почему там называются директории 1, 2, 2, 4? Кто-то это понимает, тот, кто это сделал. Но пришедший вновь человек, он совершенно логично пожал плечами и нас обвинил в том, что мы тут неаккуратно работаем. Неаккуратно. А раз мы неаккуратно работаем, то грош нам цена. Вот это наш уровень профессионализма. И мы, соответственно, быстро написали эти тесты. И продолжаем их писать. Мы их написали и стали думать, а можем ли мы какие-то еще тесты также написать? Сразу возникает желание, как я вам вначале сказал, у архитектора, я в этом проекте архитектор, у меня возникает сразу мысль, а еще как я могу поймать нас на ошибках? Как я еще могу ужесточить контроль? Что еще я могу такого сделать, чтобы еще было построже? Пока не так много придумалось, но мы вот пока реагируем на тикеты. То есть тикет человек написал, сказал, вот мне что не нравится, мы на него отвечаем. Вообще, как мы обсуждали раньше, изменения в проекте, если проект уже идет не первый месяц в работе, то, конечно, основные изменения, которые мы вносим, они являются реакцией на дефекты. То есть кто-то должен репортить дефекты и показывать нам, что у вас слабая, а в основном дефекты это индикатор того, что слабая система контроля качества. Когда вам создают баг в проекте, вы должны понимать, что это значит, ваша система контроля качества недостаточно сильная. Это не ваша, то есть вы не себя должны винить и не того программиста, который написал этот код, а вы вините систему контроля качества. Она пропустила эту проблему в продакшн или в репозиторий. И думайте о том, как сделать так, чтобы завтра она эту проблему не пропустила. Вот это вам третий механизм, третий такой способ создания этих тестов второго порядка. Это тесты такие структурные, что ли.
Дальше, значит, есть то, на что, опять же, я обратил бы внимание, как сделать тесты сильнее. Есть механизмы, разные механизмы. Я не знаю точно, какое правильное имя им всем дать совокупности. Ну, давайте скажем, механизмы рандомизации тестирования. То есть, когда вы пишете тесты, вы это делаете в неких таких тепличных условиях и делаете так, чтобы они в итоге у вас запустились. Где-то у вас на лаптопе, где вы это делаете, где вы программируете. Или даже в системе Continuous Integration. Но все равно прошли в каких-то условиях определенных заданных эти тесты должны запуститься. Люди стараются, это понятно, это уже обсуждалось, люди стараются эти условия сделать максимально гетерогенными, что ли, сделать такими, в которых много разных переменных окружающей среды, так бы я сказал. То есть, например, вы когда настраиваете сборку на GitHub Actions, к примеру, вы должны стараться использовать разные операционные системы. Там есть такой механизм матричной сборки, так называемый, где вы внутри GitHub Action конфигурации вы указываете операционные системы, на которых будет сборка проходить. И хорошей практикой считается указание всех трех доступных. Сейчас в настоящий момент там 3 доступны. Это Windows, Ubuntu и macOS. И нужно их все 3 указать в идеале. Если вы делаете какой-то софт, да любой софт, даже вы для себя делаете софт, все равно старайтесь, чтобы на 3 операционках он собирался. И более того, на разных версиях языков программирования, которые вы используете. Там, если вы на Java пишете, то сделайте так, чтобы он собирался и на Java 11, и на 17, и на 8, например. Если вы совсем хотите, чтобы у вас было все очень так надежно, то старайтесь использовать и старые версии тоже, чтобы он и на старых версиях тоже работал. Это такой хорошим тоном считается делать софт, который бы работал на достаточно старых версиях платформ, на которых он должен работать. И вы получаете такую матричную сборку. Почему она называется матричная? Потому что вы имеете матрицу. По горизонтали можно сказать, что вы имеете операционные системы, а по вертикали вы имеете, например, версии языка программирования. И вот у вас есть 3 Java, 8, 11 и 17. И по горизонтали у вас есть Ubuntu, macOS и Windows. И у вас получается 9 сборок. То есть 9 раз GitHub Actions запустит вашу сборку и в 9 раз попробует ваши все тесты запустить. И все 9 должны быть зеленого цвета. Все 9 должны показать вам, что сборка успешна. Вот, но это все равно не все. Здесь нет никакой неопределенности. Здесь все достаточно детерминировано. То есть эти 9 все сборок, вы их один раз настроите, и они будут более-менее стабильно собираться. Если вы еще и укажете все версии фиксированно, как я вам рекомендовал делать, вы скажете, что это не просто Ubuntu, а Ubuntu 22.04. Это не просто Windows, а Windows там 20.0.21. 20.21, то есть. И Java тоже. Это будет конкретная Java 17, причем сейчас там уже не просто Java 17, а указывается именно какой производитель этой Java. Там их несколько, этих и JDK, вот вы указываете конкретно, какая это будет Java. Это хорошо, это хорошая практика, но она ведет к стабилизации тестовой системы, к ее к детерминизму. То есть вы будете точно знать, что если у вас вчера этот тест проходил на Ubuntu 22 и Java 11, то очень высока вероятность, что он будет и через год тоже проходить. Она не 100%, потому что есть все равно вещи, которые переменные, которые будут за этот год изменяться. Java останется та же, да, мы будем брать ту же самую Java, мы будем брать тот же самый Ubuntu, в этот момент уже Ubuntu уйдет вперед, это будет уже не 22, а 26, например, но вы по-прежнему будете на старой собираться, и более-менее гарантия сохранится. Но при этом может быть какие-то внешние зависимости, допустим, ваши тесты во время сборки, к примеру, вот у меня был такой случай, он повторяется постоянно, я использовал систему на Ruby использовал систему для coverage контроля, кстати. И она была в версии что-то там 0.6.0. Я ее несколько лет использовал. И оставил свои продукты вот зависимые от этой версии. И забыл давно про них. А возвращаясь к ним, она не собирается.
этот продукт. Вот он не собирается и говорит, нет такой версии 0.6.0. И я сначала не понимал, как может быть такое, если она была, и вот она... А ее, оказывается, удалили. Поскольку в Ruby там есть возможность удаления, вот в Java, в Maven Central, там нет возможности удалять артефакты. Они там immutable. Один раз задеплоил, и он там пожизненно. А в Ruby можно удалить. И в NPM можно удалить. То есть есть такие package management платформы, площадки, на которых можно удалять эти артефакты. И это, на мой взгляд, плохая практика, но вот она присутствует. И его снесли. Я пытаюсь собрать, а зависимость от... Ну, дальше вы понимаете, что произошло. И мне приходится открывать этот продукт, который я писал 3 года назад, вспоминать, что там делать, находить альтернативу этой версии, пытаться ее там подставить. Соответственно, не всегда это может работать. Ну, здесь, слава богу, оно работало, потому что там они... Не знаю, почему они удалили эту версию, но в следующей версии у них все было более-менее так же. Вот, но это не единственное, почему может быть этот детерминизм нарушится и почему вы можете через год обнаружить, что ваш продукт не собирается. Он может быть, например, ваш продукт же имеет и интеграционные тесты, значит, вы зависите как-то от файловой системы, вы, может быть, зависите от интернета, вы, может быть, зависите от каких-то внешних обстоятельств. В общем, там многое может быть, и через год вполне ваш продукт может не собраться, даже если вы все версии зафиксировали. Но это одна сторона медали. А теперь другая сторона медали. Вы можете специально вносить недетерминизм. Вы можете специально сделать так, свои тесты продизайнить, чтобы даже в этой матрице, вашей тестовой, сборочной, сделать так, чтобы в этих ячейках каждый раз, когда тест проходит, чтобы у него менялись обстоятельства, в которых он запускается. То есть вы их рандомизируете. Ну, например, самый простой способ во многих этих системах сборки автоматической есть такой флажок даже. Флажки такие есть, в которых указывается запускать тесты случайной последовательности или в одной и той же. И вот я бы рекомендовал запускать в случайной последовательности. Не один за другим, как вы их написали, эти юнит-тесты, потому что они могут зависеть друг от друга, они могут, ну, в общем, там могут какие-то быть процессы между ними, которые, запуская их последовательно, они будут не видны. То есть они будут работать. Если у вас 100 тестов, они идут один за другим, они будут в этой последовательности, эти 100 подряд, они работать будут. И я много раз видел ситуации, когда вот таких ситуаций, когда 100 тестов подряд они проходят, потом мы их запускаем и эту же сборку на другой операционке, и почему-то она не проходит, почему-то некоторые тесты падают. И после анализа понимаешь, что это те же 100 тестов, но запускаются в другой последовательности. Потому что на той операционке именование файлов, оно другое, и там они сортируются просто операционной системой по алфавиту, и сортировка другая. По-другому операционка сортирует файлы и получает другая последовательность тестов. Что мы в итоге имеем? Там они не проходят, здесь у нас они проходят. И это хорошо. Такая рандомизация вынужденная, такая незапланированная, что ли, незадуманная нами рандомизация, она в итоге дает хороший эффект. Она показывает, что тесты не зеленого цвета, и мы их фиксим, находим эту зависимость между ними, находим эту проблему и ее убираем. Но во многих, но бывает так, что не будет такого недетерминизма, он не случится, так сказать, натуральным способом. Я вам предлагаю его добавлять. Это еще один способ, 4-й способ на сегодня, такого тестирования второго порядка. То есть во время тестов старайтесь эти тесты тоже потестировать путем рандомизации, путем, например, выставления их в разной последовательности. Это первое. Второе, вы можете им на вход давать данные разного, генерировать данные, чтобы они, те данные, которые они используют во время тестирования, чтобы они их все-таки генерировали случайным образом. Не цеплялись за фиксированные строчки, фиксированные блоки данных, а пытались их случайным образом создавать. Это создаст тоже недетерминизм дополнительный, а значит большую чувствительность ваших тестов к повышенную чувствительность у тестов. Да, это, наверное, вот на этом можно поставить после этого точку. У тестов будет выше чувствительность, а это хорошо. То есть тест будет такой fragile, он будет. А значит, вы его в итоге исправите, вы в итоге его потратите время на его стабилизацию, и он станет лучше. Чем более тест fragile, тем это лучше.
Так я считаю. Ну, конечно, тут, наверное, такое радикальное такое заявление, оно, наверное, неправильно, потому что если мы будем идти дальше по этой шкале fragility этой, то мы попадем мы в итоге уткнемся в тесты, которые просто, ну, слишком fragile. Хотя вот я думаю, возможно ли такое представить, чтобы тест был слишком fragile, чтобы он такой был flaky тест, чтобы он часто сбоил. Ну, это хорошо, это, наверное, хорошо, если так происходит, если мы в итоге его фиксим. Если мы в итоге находим, почему он так себя ведет, и его приводим в состояние, когда он стабилизируем. Но стабилизируем его не путем убирания, уничтожения из него недетерминизма. И вот мы видим, что он, допустим, у нас какой-то тест, который, допустим, он тестирует наш калькулятор. И вот он передает в калькулятор разные цифры, 2, 3. Вот мы сделали, допустим, его написали с той философией, которую я вам сейчас рассказываю в голове, и сделали так, чтобы он 2 случайных числа передавал. Вот всегда, каждый раз мы запускаем тест, и всегда это 2 рандомных интеджера. И он их туда передает. И у нас он не работает, он флаки становится. Почему? Потому что наш калькулятор, допустим, вместо сложения 2 чисел возвращает всегда 3. То, конечно, наш тест будет, он будет супер нестабильный. В каких-то случаях, в очень редких, он будет показывать зеленый цвет, потому что иногда эти 2 случайных числа будут попадать так, что сумма между ними это 3. Но это будет редко. То есть в подавляющем большинстве случаев наш тест будет падать. Нужно ли нам менять тест? И говорить, слушайте, да, давайте уберем рандомизацию, давайте поставим там 1 и 2, пусть он их складывает, и все будет спокойно. Нет, не нужно так делать. Надо все-таки посмотреть на код, посмотреть, как же наш тест все-таки он такой нестабильный. Что-то, наверное, с кодом. Поправить код, сделать из него правильный калькулятор. То есть это хорошо, когда тесты fragile. И чем более вы их будете делать fragile, чем больше вы будете вносить в них этой рандомизации, этого недетерминизма, тем вы в итоге выиграете. Ваш проект будет более такой, в итоге качество будет выше. Потому что чувствительность у тестов повысится. Как вы эту рандомизацию будете делать? Первое, это флажок вы можете ставить в билде. Посмотрите, у каждого языка есть программирование, такая опция. Тех, с которыми я сталкивался, везде это есть. Попробуйте давать случайные числа на вход в каждом тесте. Не используйте константы. Старайтесь не использовать константы. Если вы, в общем, пытайтесь использовать всегда, если можно, то генерируйте случайное что-то, что попадет в тест, в тот модуль, который вы тестируете. Вот, да, наверное, изменение порядка теста между собой. Наверное, еще третий такой способ – это их параллелизация. То есть вы можете настроить вашу систему сборки и тестирования продукта так, чтобы она выполняла тесты параллельно. Иногда это по умолчанию происходит, как, по-моему, в последних версиях Java этого под Maven плагина. Но не всегда. Но лучше это включать. Лучше, чтобы тесты выполнялись параллельно, потому что тогда вы будете иметь шанс поймать ошибки с concurrency. И это тяжелые ошибки, конечно, для обнаружения, но система вам будет подсказывать, что, смотрите, эти ошибки имеют место. Вы, конечно, вам будет трудно их найти, почему они и где они находятся, но вы, по крайней мере, будете видеть, что они там присутствуют. То есть включайте этот механизм параллелизации тестов, чтобы каждый тест работал в своем потоке, и этих потоков было, там можно настраивать, почти всегда это настраивается, вы говорите, сколько этих потоков должно быть, 4, 8, 10, какое-то количество, чтобы тесты шли все параллельно. И тогда конфликты между ними, если они есть, они будут вылазить наружу, и вы будете иметь чувствительность. Ваша система тестирования повысится, ее чувствительность повысится. Вот таким образом вы протестируете и свои тесты. Вы сделаете их более, поставите их тоже под тест, под анализ. Вот, это следующее, что я вам хотел сказать. Это, по-моему, 4-е уже, да? Структурные, мы поговорили. Coverage, mutation testing, структурные тесты и рандомизация. Следующее, еще 2 осталось. Значит, следующее, хотел вам сказать, что многие тесты, я думаю, что у многих, у меня это в практике часто встречается, многие тесты зависят от интернета.
зависят от сети. Не просто от сети, от интернета. То есть мы во время тестов обращаемся к каким-то внешним данным. То ли мы идем в какие-то ресурсы достаем снаружи, то ли мы обращаемся и что-то внешнее, что-то вовне, в общем, мы используем. И это частый случай. И особенно если разработка идет какого-то чего-то такого с вебом связано. Если вы, конечно, разрабатываете приложение для командной строки, то у вас не будет внешних зависимостей. Но если вы делаете что-то более сложное такое, не в плане сложное, а вы делаете что-то более такое ориентированное на работу с сетью, с внешними ресурсами, то ваши тесты будут идти в интернет. Вот давайте так скажем. Они будут идти в интернет и оттуда что-то доставать во время своего выполнения. И в большинстве случаев интернет будет в наличии у вас. Он будет работать, и он есть и у вас на лаптопе, и на сервере, везде он есть. Но когда вы начнете компилировать это где-нибудь в самолете, как у меня часто бывает, то вы увидите, что ваши тесты вдруг все вместе или их большее количество просто не справляется, не может работать, потому что у нее там network is not available, что-то не available. У вас начинается падение большого количества тестов. У меня такое происходит периодически. И в этот момент мы понимаем, что тесты написаны неправильно. Мы понимаем, что тесты вместо того, чтобы использовать моки, использовать такие, как сказать, как мы это называли, фейк зависимости, они этого не делают, а опираются на реальные интернет-ресурсы. Но выявить это не получается легко, потому что мы не привыкли работать без интернета. Он у нас как бы есть всегда. Мы лаптоп открыли, интернет у нас есть, он сразу подключился. Но попав в самолет один раз, вы понимаете, что ваши тесты написаны неправильно. Так вот, я рекомендую этот режим самолета включать преднамеренно. То есть пытайтесь, собирая свой продукт, на сервере вы этого не сделаете. Вы не отключите на GitHub Action на их сервере интернет. И вы не отключите интернет на каком-нибудь Jenkins, который у вас в компании, допустим, стоит. Там он всегда присутствует. И значит, ваши тесты всегда там будут проходить. Пробуйте выключать интернет на лаптопе. Просто отключайте сеть и запускайте всю вашу сборку. И вы увидите, что вы увидите. Вы увидите, в каких неожиданных местах ваши тесты, оказывается, зависят от внешних обстоятельств. В очень неожиданных местах. И вот попробуйте сделать так, чтобы ваши тесты работали при выключенном интернете. Эта задача не всегда простая. Не всегда это легко сделать. Иногда вам кажется, вы программируете, и вам как-то кажется, что это уже само собой разумеющиеся ресурсы, типа каких-то файлов в интернете, которые, они там есть, мы просто их скачали и работаем. Но выключите интернет и увидите, как ваши тесты себя ведут. Если все пройдет чисто, то, скорее всего, либо вы разрабатываете какой-то command-line инструмент, который ни от кого не зависит, либо у вас все очень хорошо написано. Сомневаюсь, что это будет так. Вот такой, наверное, 5-й способ сделать проверку своим тестом. Как это автоматизировать, я не знаю. Я не представляю себе, как можно этот механизм поставить под автомат. То есть как сделать так, чтобы вся сборка где-то в автоматическом режиме проходила без включенной сети. Не знаю, такого я не представляю. Если у кого-то есть идеи, напишите, я бы с удовольствием попробовал. Потому что мы сталкиваемся с этой проблемой часто. Вот у нас есть проект, который зависит от внешних составляющих, и мы в каких-то местах, я скажу, как мы решили эту проблему. Мы просто написали такой чекер, который проверяет, что интернет есть или его нет. И прикрепили его ко всем тестам, которые зависят от интернета. И такой читинг получился. Эти тесты перед тем, как стартовать, они просто проверяют, есть интернет. Используя этот чекер, такой микромодуль мы сделали, который обращается в google.com, и если ничего оттуда получить не может, то он говорит, у нас интернет выключен. И тогда тест просто говорит, игнорируется. Тест делается disabled, и он отключается. И получается, все работает. Но потом приходит какой-то новый программист или старый программист и делает какую-то новую задачу, и, соответственно, не думает об этом, о том, что нужно добавить этот чек во вновь созданный тест. И он создает этот тест, забывает про этот чек, у него все срабатывает, на сервере все срабатывает, сборка срабатывает, потом я открываю это все в самолете, и у меня все падает. И я понимаю, я вижу, что так мы добавили новый тест, забыли прикрепить этот чекер, я прикрепляю этот чекер, и у меня все в условном самолете работает.
Вот. Как это сделать автоматически, я не знаю. Если вы придумаете, это будет здорово. Вот такая вот рандомизация, что ли, такой детерминизм. То есть сказать тестам, что вы сейчас в данный момент работаете в выключенном интернете. Вот справитесь или нет, и они должны справиться. Они должны либо себя disable, либо они должны сказать, я тест, который очень сильно зависит от интернета, поэтому я себя помечаю как disabled в данной текущей ситуации и прохожу дальше. Но там не должно быть красный crash, exception, потому что это misleading information, потому что там нет exception на самом деле, нет дефекта в программе, нет. Почему тесты падают с красными сообщениями, с огромными стек-трейсами? Программа-то рабочая. То есть это false positive response от них, ложное срабатывание. Тесты срабатывают ложным образом, и человек, соответственно, сидя в этом злополучном самолете, он не понимает, что произошло. И сначала это требовало от меня каких-то усилий понять, разобраться, почему только что вот я был в офисе, у меня все собиралось, а здесь вот я открыл через час, и у меня ничего не собирается. И я потом понимаю, так это же вот интернета же нет. Ну, вот, вы должны как-то подумать, вы такие условия могли для ваших программ создавать. Ну и последнее, что я вам хотел рассказать, это, как мне кажется, должна выглядеть структура тестов. Я написал статью на эту тему некоторый месяц назад. Это такой блог-пост, который рассказывает о том, как мы можем, на что обращать внимание, когда вы дизайните тесты. Значит, первое, не самое, а вот начнем с первого, это когда мы пишем тесты. Опять же, это такое метатестирование. То есть тест работает. Вот я сейчас все это рассказываю, исходя из положения, что все работает. И продукт работает, и тесты написаны, и тесты проходят. Все как бы хорошо, но не хорошо. То есть мы сейчас начинаем анализировать все же, как мы можем наши тесты, и их же протестировать и проверить, что они эффективно написаны. Значит, первая проблема, которую мы допускаем, программисты очень часто допускают, это мы пишем вот такого вот рода assertion. Вы знаете, что тест, он, в общем-то, обычно состоит из какой-то подготовки, а потом идет команда assert, которой мы проверяем, что то, что мы там где-то посчитали, равняется тому, что мы ожидаем. Вот такая формулировка этого assertion, она неправильная, она неэффективная, она не помогает программисту. В каком плане не помогает? Она окей для того, кто писал этот тест. Пока вы его пишете, вы его написали, assert сработал, у вас все зеленое, вы закоммитили, вы счастливы. Но приходит момент, когда тест начинает выполнять свою работу по информированию нас о том, что что-то мы поломали. Вот я зайду в этот код через время, которое вы написали, и что-то в этой модуле, который вы тестируете, что-то изменю, и он перестанет как-то работать. Что я увижу на экране, когда запущу этот тест? Я увижу просто сообщение, которое мне выдаст JUnit, например, оно будет что-то типа assertion failed, sorry, this test doesn't work, bye-bye. То есть мне нужно будет каким-то образом дешифровать это сообщение, угадать, что случилось, почему у меня сейчас возвращается 5, а вы ожидаете 1. Я не понимаю, почему вы 1 ожидаете. Эта информация утеряна, утрачена навсегда. Она осталась в голове у того, кто это писал. Мне нужно будет долго это декодировать, дешифровать. Значительно удобнее, если вы напишете assert вот в таком формате. В этом случае, во-первых, я рекомендую использовать Hemcrest. Это библиотека, вы можете ее использовать, можете что-то другое. Но самое важное, что здесь мы, во-первых, используем сравнение через вспомогательные вот такие конструкции типа equal to. И мы еще и добавляем некий вспомогательный текст, который объяснит человеку, когда этот assertion сработает негативно, объяснит человеку, что случилось. И вы должны думать о том, кто придет после вас. Не о себе, а о будущих программистов. Это вообще то, что отличает архитектора от кодера. Кодер думает о себе, кодер программирует для себя, кодер делает так, чтобы ему было комфортно. Архитектор думает о том, что будет, когда он уйдет из проекта. Архитектор думает о следующих поколениях людей, которые придут после него. Кодер думает, что он очень важный, незаменимый человек, лучше него никого не бывает, его никогда не уволят. Архитектор думает, меня уволят завтра, что будет после меня, что после меня останется. Вот эти два разных майндсета. Я вам рекомендую мыслить как архитекторы. Считайте, что вас завтра из проекта уволят. Что после вас останется? Кто поймет то, что там написано?
Не считайте себя незаменимым и ценным персонажем. Вы просто ресурс, который в проекте в данный момент находится, чтобы проект улучшить. Вот подходите к себе так вот утилитарно. Мыслите как архитекторы, как люди, которые на уровне проекта стоят. Не на уровне кодеров, которые как сказать, не мыслят категориями проекта, а мыслят категориями я, моя зарплата, мой стул, мой стол и это все. А думайте категориями более крупными. Проект, продукт, компания. И на этом уровне вы свою роль должны понимать, что вы сейчас просто контрибьютор, который улучшает тот продукт, который приносит людям пользу. Ну, а вам, соответственно, деньги. И нам всем. То есть вы делаете что-то полезное, значит вы контрибьютор. Но вы контрибьютор, вы не вы ценность в этом, а тот контрибьюшн, который вы делаете. Вот здесь контрибьюшн маленький. Здесь человек сделал маленький контрибьюшн. Он не подумал о том, как сделать его, как этот контрибьюшн сделать так, чтобы его можно было использовать дальше. Конечно, мы понимаем, что здесь он сделал вот какой-то контрибьюшн ценный. Но здесь вот он поленился. Здесь размер его контрибьюшна, он невысок. В этом же коде программист постарался получше. Он сделал тот же contribution на входе, в начале, а потом он подумал, так, а разберется ли кодер, который придет после меня через год, почему эта цифра, там этот count не равен единичке. Ему будет тяжело, давай-ка я ему допишу, скажу, что это total count of greetings, хотя это тоже не очень такое подробное описание, лучше было бы его сделать еще подробнее. Вот вам первая рекомендация. Тесты должны быть написаны так, чтобы вы как бы посылали сообщения будущим людям, будущим программистам. Второе, значит, тест-классы. Когда вы создаете классы тестовые, то вы должны стараться, точнее обязательно, допустим, у вас есть реальный модуль, который вы тестируете, называется phrases, ну тот, который мы только что упоминали. И вы пишете тест. Так вот, ваш тест должен называться вот так. То есть ваш тест должен соответствовать по имени. Должен быть однозначный маппинг один к одному вашего теста и вашего модуля, который вы тестируете. Хотя очень часто это не так. Очень часто программисты совершают ошибку, и у них бывает, допустим, один модуль, а тесты именуются вот как им хочется. Этот тест, он их именует тесты, потому что ему так удобнее сгруппировать было эти тест-методы, эти тесты, потому что он забыл, эти тесты, потому что. Должно быть однозначное one-to-one mapping. То есть, если у вас есть модуль, который вы тестируете, он называется А, то тестовый блок тестов, тестовый класс называется A-тест или phrases test. Почему это важно? Потому что, когда я, опять же, думаем о будущем, думаем о других программистах. Когда я приду в ваш проект и у меня начнет эти тесты падать, то я хочу быстро найти, почему, что я не так, где я что поломал, что тесты упали. То есть тесты я буду использовать как помощников. Я возьму продукт, внесу какие-то изменения, запущу все 500 тестов, и из них 23 теста будут красного цвета. И я хочу по их имени сразу же понять, о каком модуле идет речь. То есть они не должны быть как такие гайдлайны для меня, как такие направляющие, которые мне сразу покажут, иди в модуль phrases, там ошибка, ты там что-то поменял, оттуда пришла проблема. Если у вас такого однозначного маппинга нет, просто вы затрудняете работу будущих программистов и вообще делаете смысл ваших тестов, он становится, его меньше становится, и пользы, и выгоды от ваших тестов меньше. Старайтесь этот маппинг делать один на один. Один к одному. Не старайтесь, а всегда так делайте. Это жесткое правило, это не просто рекомендация, это прям жесткое. И я бы рекомендовал вам даже написать какой-то инструмент, какой-то контролер, который бы проверял, существует такой жесткий маппинг или нет. Если его нет, это к вопросу о структурных тестах. Вы можете прям написать какой-то скрипт, который это все анализирует и показывает, что у вас есть файлы в тестовых директориях находятся, которые не мапятся один на один. Предлагаем их переименовать, удалить и так далее. То есть прямо блокировать сборку, если имеются такие файлы. Ну, тут маленький комментарий я добавил, что мне могут сказать, ну а если очень длинные тест-классы будут? Вот у меня есть какой-то модуль, там phrases, да, я написал на него phrases тест, и он у меня получается длинный. Я говорю, что это not a problem at all. Это совершенно не проблема, потому что это не те классы, которые из объектно-ориентированного программирования. Это просто коллекции скриптов. То есть тестовые классы — это такая
такая, так сказать, синтетическая структура, которую люди придумали за неимением лучшего. То есть в языках программирования, к сожалению, нет такого как бы понятия, как тест. У нас есть классы, у нас есть объекты, у нас есть методы, у нас есть переменные, у нас нету тестов. Ну, по крайней мере, я не знаю такого языка программирования, в котором был бы тест, как сущность. И поэтому приходится вот так выкручиваться и брать класс, то, что есть у нас в языке, и брать из него метод, то, что есть в языке, и называть это тестами. Поэтому если у вас один длинный тестовый класс, в котором 5000 строк, это вообще не проблема, потому что это не класс, это просто коллекция, скрипт за скриптом идущий. И зачастую у меня, по крайней мере, так, если продукт более-менее развитый, то у меня бывает так, что маленький сам модуль, который я тестирую, и огромный тестовый класс, в котором в модуле может быть 100 строк кода, а в тестовом классе 2000. Потому что там много скриптов, много этих методов, которые под разными углами тестируют мой модуль. Дальше, следующая рекомендация. Существует такая большая боль для всех нас. Это тест, вот эти вот пререквизиты, то есть такой тест, так сказать, компоненты, модули, которые нужны для тестов. И люди не знают, куда их деть. Люди не знают, куда их положить. Вот, например, первый подход, которым люди пользуются, это делают внутри тестового класса. Они делают приватные статические методы, которые подготавливают что-то для тестирования. То есть вот здесь вот мы, допустим, делаем сначала там наш модуль, который мы хотим протестировать, наш объект. Потом мы вызываем этот prepare, и в этом prepare происходит подготовка. И почему это нужно? Потому что может быть много тестовых методов, в которых нужна эта подготовка. И поэтому мы ее должны куда-то вынести, мы должны ее куда-то положить. Мы же не будем дублировать одно и то же, это некрасиво, если во многих методах, этих тест-методах, будут повторяющиеся блоки. Поэтому люди выносят это куда-то. Вот куда выносить они не знают. Первое, что они делают зачастую, это делают приватный статический метод, в котором вся эта какие-то вспомогательные действия, повторяющиеся, они там находятся. Ну, это лучше, чем повторять одно и то же, конечно, в каждом тестовом методе. Конечно, это вот тут написал wrong way, но это хотя бы way какой-то. Он хотя и wrong, но он даст вам возможность избежать повторения. То есть делайте так. Но можно пойти немножко дальше и эти статические методы вытащить в некий вспомогательный утилитный класс, так называемый. Я, в принципе, против этих utility классов, но тем не менее, это wrong way, поэтому я его рассказываю. И если вы его сделали, этот util класс, то положите его в какой-то отдельный директорий, чтобы он был не там, где все тесты лежат, тестовые классы, а чтобы он был как-то в каком-то support директории. Как-то все-таки в стороне. Хотя это, конечно, криво, потому что если вы, допустим, сделаете контролер, проверятель вот этого маппинга, то этот, конечно, контролер здесь сработает и скажет, что это utils. Здесь нет никакого utils наверху. То есть вот это у нас основные классы, а это тестовая инфраструктура. То куда мапится вот это? Никуда не мапится, и это выглядит достаточно коряво. Мне так не очень нравится, но все равно это лучше, чем дублирование. Есть правильный подход, the right way. Значит, right way это сделать так называемые тест-экстеншены. Во многих этих фреймворках для тестирования существуют механизмы экстеншенов. Вот, например, в этом случае мы можем, если это JUnit, то мы можем использовать такой класс параметр resolver, с помощью которого мы его имплементируем, объясняем, как его использовать. И в итоге наш тест будет выглядеть вот так. Вот наш тест, он стал меньше и он стал компактнее. У него появился вот такой параметр на вход. И этот параметр мы говорим, используя вот такую аннотацию, мы говорим JUnit, что когда ты увидишь вот этот параметр, то будь добр, этот P заполни вот как здесь тебе рассказали. Получается очень компактно и эффектно, потому что тест становится маленьким, вся подготовка вынесена в правильное место, как это понимает сам JUnit. В общем, вы делаете таким образом красиво. Старайтесь использовать этот подход, если можете, знаете, вот через этот extend with, вы можете получить возможность инжектить подготовку, инжектить целые модули, какие-то там объекты внутрь теста, а уже внутри теста происходит тестирование. То есть вы ему говорите, мне на вход дай, пожалуйста, предподготовленный модуль, с которым я как-то поиграюсь и как-то его потестирую. Вот. Ну и best way. Тут я рекомендую, как мне кажется, еще более качественный способ, это сделать так называемые fake-объекты, объекты, которые будут лежать уже не в тестовом
не в тестовом разделе, не в разделе репозитория, где тесты. Они будут лежать в продакшн, в live разделе, там, где лежат весь ваш код лежит. И это будут такие объекты, которые, они фейковые, но они умеют создавать, они являются объектами, которые более, так сказать, как это сказать, умеют из тех объектов, которые там уже были, строить какие-то более сложные структуры, которые можно использовать и для тестов, и не только для тестов. То есть вы подготовите такие вот фейк-объекты, я про это писал когда-то на блоге очень давно, много лет назад, можете почитать эту идею фейк-объектов. Это объекты, которые используются, не нужны напрямую в продакшн-коде, но они потенциально могут использоваться в тестах или где-то еще. Вот если вы это превратите, такие ваши вспомогательные эти блоки для тестирования, превратите в эти фейк-объекты, то вы только выиграете. Ваш код будет в итоге выглядеть вот так, нет никаких сюда инжекшенов, вы ни от кого не зависите, вы просто берете тот класс, который есть в продакшн-коде, ему говорите, сделай ко мне вот это, а потом его тестируете. И тогда ваш репозиторий будет выглядеть вот так красиво. Здесь у вас остается все чисто. Тест, тест, тест. Мы не нарушаем правила. Здесь у нас те два блока, которые были в production code. И добавился третий, который умеет создавать там что-то красивое, вот, более сложное, чем умели вот эти двое друзей. Теперь мы имеем абсолютно красивую, такую всю прям чистенькую структуру. Тест на тест, как мы вначале и хотели. Так, ну и интеграционные тесты, небольшая рекомендация, это для Java больше людей. Если вы делаете интеграционные тесты, то называйте их IT-кейс и укладывайте их в как-то вот так. Вот такую структуру я бы рекомендовал. Это не суть важно сейчас для нашего обсуждения, но тем не менее, знайте, что IT-тесты, интеграционные тесты лучше выделять каким-то отдельным именованием, отдельными названиями, чтобы они вам отдельно светились. То есть структура, я за что сейчас выступаю больше всего. Структура вашего кода, вот, чтобы она выглядела вот так, это очень важно. Очень важно, чтобы маппинг был один к одному. Очень важно, чтобы классы, которые вы здесь нарисовали, чтобы они ровно так же тестами были отображены. И я уверен, что если вы сейчас посмотрите в свои проекты, вы увидите, что у вас не так. Не всегда так. Старайтесь делать вот всегда так. Жестко так, максимально. Это не рекомендация, еще раз. Это либо правило, либо вы ему следуете, либо у вас там бардак. Завершая, еще раз подведу итог мысли основной, что тесты – это важный артефакт. И вы думаете о том, будучи архитекторами, думаете о том, как ужесточить контроль над вашими артефактами. Я это все время повторяю. Вы должны ужесточать контроль. Не мягко подходить к этому, а искать пути, как вы будете бить по рукам самого себя, самих себя и ваших коллег-программистов, за что они вас будут тихо ненавидеть. Но это неизбежно. Приготовьтесь к этому. Если вы будете добрый, у вас будет много друзей и мало результатов. Если вы будете подходить к качеству жестко, если вы будете требовательным к себе и к качеству, то у вас будет мало друзей, но много результатов. Ну, это я больше шучу, конечно, но тем не менее какая-то доля правды в этом есть.